Я не могу взять заказ. Это один из самых распространенных вопросов, которые мне приходят как в личные сообщения, так и в комментариях почти под каждым видео. Приветствую, вы на канале Будни фрилансера, и сегодня мы рассмотрим этот животрепещущий вопрос: как же взять первый заказ? Для тех, кто недавно буквально на моем канале или недавно подписался, я скажу, что я работаю на американской бирже Upwork и я видеомонтажер. То есть я рассматривать этот вопрос буду на примере своего опыта и в своей сфере. А вы уже подстраиваете свои сопроводительные письма, свои первые заказы под себя и под свою сферу. Итак, какие же правила нужно соблюдать для того, чтобы просто взять свой первый заказ и быстро это сделать, а не ждать, как некоторые там по 5-6 месяцев сидеть, кидать какие-то сопроводительные письма и никакого толку из этого не получать? Первый пункт – это ваш профиль. Вам необходимо использовать по максимуму возможности Upwork. То есть, когда вы только создали свой профиль и поняли, что ваш профиль одобрен, вы еще не проходили к этому моменту первую верификацию, верификация будет после первого самого вашего заказа, вам нужно использовать то, что Upwork ваш профиль в этот момент продвигает. То есть Upwork этих самых фрилансеров, которые только зарегистрировались, обычно в списке заявок размещает в верхних позициях. И таким образом вы сможете получить более просто свой первый заказ. К тому же, если вы переживаете о том, что клиенты не будут вам откликаться, поскольку у вас там нулевой рейтинг или 0 заработанных долларов, не нужно из этого переживать, поскольку лучше так, чем если у вас будет профиль с плохим рейтингом и плохими отзывами. Второй пункт – сопроводительные письма. Вам необходимо научиться писать эти самые сопроводительные письма конкретно под себя. Здесь вы можете на просторах интернета у моих коллег, у меня видеть различные варианты, как же их правильно писать, различные советы, основанные на нашем опыте. Но на самом деле, говорю честно, никто конкретно свой самый продающий cover letter, то есть сопроводительное письмо в интернет не размещает, поскольку это наша работа и наш заработок, и мы это письмо сами для себя в какой-то момент разработали. И так же само нужно разработать его и вам, поскольку вы должны понять, что если отправить 10 фрилансеров в одной нише один и тот же cover letter, то есть одно и то же сопроводительное письмо, но это будет слегка странно. Второй момент насчет сопроводительных писем: их нужно отправлять много, особенно поначалу, то есть не жалеть коннекты. Да, вам придется докупать эти коннекты. Да, возможно, в первый месяц вам придется 2 или 3 раза купить коннекты для того, чтобы получить этот самый первый заказ. И это помимо того, что вы оформите плюсовую подписку и получите эти коннекты. И помимо того, что в начале когда вы зарегистрируетесь, вам Upwork даст коннекты, и еще вам будут приходить коннекты по мере того, как вы будете проходить там различные тесты и так далее. То есть, как и в любом другом деле, вам нужно для начала потратиться на свою рекламу условно, для того, чтобы получить свой первый заказ, а возможно не только первый, возможно несколько заказов сразу, как это было у меня. Я рассказывала об этом в одном из прошлых видео, если интересно, ссылочку сейчас оставлю вот здесь вот. То есть вы должны быть готовы к тому, что в первый месяц вам, возможно, придется потратить от 50 до 100 долларов просто для того, чтобы научиться работать с этой площадкой, научиться отправлять те сопроводительные письма, которые будут работать в вашем случае, попробовать различные варианты этих сопроводительных писем и вообще потренироваться. А то пишут мне в личку разные люди, говорят: ой, я не могу взять заказ. Хорошо, спрашиваю: а сколько вы отправили заявок? Мне пишут: ой, много. Сколько в цифрах? Ой, 5. Ну, как бы это не вариант. Я в свое время отправила, по-моему, 70 или 80 заявок для того, чтобы получить свой первый заказ, и причем я это сделала в течение там 2 или 3 дней существования моего профиля на Upwork. То есть важно понимать, что вы можете, конечно, раз в месяц покупать плюсовой аккаунт, получать вот те вот там 80 коннектов или сколько их там дает плюсовой аккаунт, и в течение 6-7 месяцев получать свой первый заказ, когда вас уже не Upwork не будет двигать, и у вас уже энтузиазм пропадет. Но проще это сделать, конечно же, тем способом, которым я сказала только что.
Третий момент, связанный с примерами ваших работ. Конечно же, если вы клиенту кидаете пример своей работы, это намного лучше, чем если вы просто пишете сопроводительное письмо. Есть несколько вариантов, как скинуть пример работы. Первый – это ссылочка непосредственно на портфолио на свое. Второй вариант – это загрузить файликом с вашего устройства какой-то пример. И третий вариант – скинуть ссылку на Google Диск, например. Так вот, где же взять эти примеры, если у вас, например, нет хорошего портфолио? Самый простой вариант, например, для видеомонтажера сделать себе портфолио, это зарегистрироваться на такой сервис, как Envato. Там есть возможность при подключении нового адреса электронной почты получить на 5 дней пробную бесплатную подписку, загрузить быстренько оттуда несколько различных шаблонов для монтажа, будь то для премьера, либо для After Effects. Далее загрузить несколько картинок или футажей оттуда же, либо с других стоков, и быстренько смонтировать себе ролик. Он будет при этом выглядеть классно, красиво, профессионально, и вы его сможете отправлять вашим клиентам. И самое интересное, вы сможете его повторить. То есть это будет намного лучше, чем вы будете сидеть и собирать какой-то ролик сами. Второй момент – это тематика ролика. Конечно, хорошо, если у вас есть ролики различных тематик. Например, если вы отправляете заявку на свадебное какое-то видео, у вас есть свадебное видео. Если вы отправляете заявку на рилсы, у вас есть несколько вариантов рилсов. Если вы отправляете заявку на видео просто для социальных сетей, либо для видео для сайтов, то у вас есть такие примеры. Но, в принципе, можно обходиться буквально несколькими примерами, которые есть у вас в портфолио, но классными. И уже если вам клиент ответил и просит, чтобы вы прислали более точный пример, вы можете найти в интернете ролик, похожий на тот, который хочет увидеть ваш клиент, но быть четко уверенным в том, что вы этот ролик сможете повторить и отправить это как пример вашему клиенту. Поэтому самое главное, если вы отправляете, например, 50 сопроводительных писем, и вам ни один человек не ответил, и вы отправляли эти сопроводительные письма по одному, назовем, сценарию или шаблону, то есть писали определенное похожее cover-letter, и вам не ответили, нужно что-то менять. Попробовали вот так вот поотправлять следующим способом, не получилось, еще что-то нужно менять. Отправляете какой-то свой пример, и он не заходит, и вам не отвечают, тоже что-то нужно менять. То есть вы должны понимать, что это как в рыбалке. Да, вы закинули наживку, попробовали одну наживку, не клюет, хорошо. Попробовали вторую наживку, тоже не клюет. Попробовали третью, была поклевка. Попробовали четвертую, было несколько поклевок. И уже по той наживке, которая работает лучше всего, ее модернизировать, дополнять и улучшать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео и пока!